Здравствуйте, друзья! Многие любят торт Наполеон, но не все решаются его приготовить из-за сложности рецепта. Предлагаю выход для ленивых сладкоежек. Один из секретов в том, что мы возьмем уже готовое бездрожжевое слоеное тесто. Мы его размораживаем и режем на тонкие полоски толщиной 1,5 см. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, при этом оставим небольшое расстояние между полосками теста. У меня получилось 2 противня. Выпекать нужно при температуре 220 градусов 12-15 минут до румяности. А если у вас есть режим горячего пара, тогда вам хватит 10 минут при 200 градусах. Друзья, хочу сказать, что 80% из вас смотрят мои рецепты без подписки. Буду очень благодарна, если вы подпишетесь и нажмете колокольчик. Это будет большая поддержка от вас, чтобы снимать новые видео моих рецептов. Готовым слоеным палочкам даем хорошенько остыть, а сами тем временем займемся приготовлением крема. Достанем из холодильника жирные сливки. Берите не меньше 33%, чтобы они легко взбились до нужной плотности. Начинайте взбивать на низких оборотах. Когда появятся мягкие пики, можно постепенно добавлять сгущенное молоко. Сгущенку возьмите жирную, 8,5%. Половины банки будет достаточно, крем не будет приторным. Продолжаем взбивать еще несколько минут до однородности массы. Берем прямоугольную форму, застеленную пищевой пленкой. Дно смазываем слоем крема, на который выкладываем слоеные палочки. Послушайте, как они аппетитно хрустят. Моя форма к низу сужается, поэтому первый слой мне пришлось немного укоротить. А вы смотрите по своей форме. Вторым слоем крем не жалеем, ведь торт не должен быть сухим, а хорошо пропитанным. Моя форма и пропорции рецепта – это мечта перфекциониста. Все идеально помещается. Финишный третий слой прижимаем, чтобы крем заполнил все пустоты, и снова обильно смазываем. Оставим только 3 столовые ложки крема для декора. Всю эту красоту накрываем пищевой пленкой и плотно приглаживаем, избавляясь от воздуха. В холодильнике торт должен постоять не менее 8 часов. Удобно поставить его на ночь. Оставшиеся слоечки покрошим для декора, пока они свежие и легко ломаются. На утро торт напитался, а крем застыл. Переворачиваем торт из формы на блюдо. Пленочка легко снимается. Смажем тортик со всех сторон оставшимся кремом. Заполняем все пустоты и делаем красивую форму. Наносить крем удобно силиконовой лопаточкой, а выравнивать кулинарным шпателем. Процесс простой и всем понятный. На этот свежий слой крема легко прилипнет крошка. Сохранить чистоту блюда нам поможет пергамент. Вначале просто посыпаем, а затем вдавливаем крошку в крем, чтобы не осыпалась. Предлагаю на этом не остановиться и сделать украшение крема более праздничным. С сахарной пудрой создадим однородный белый фон для узора. Для таких случаев у меня есть коллекция трафаретов. Кладем сверху на торт и присыпаем тонким слоем какао. Самый трепетный момент. Убираем трафарет и хвалим себя, какие мы молодцы. В нашем рецепте какао играет не только декоративную роль, но и добавляет новую нотку горького шоколада в привычный всем вкус торта Наполеон. Из-за необычного подхода к слоям коржиков резать торт нужно аккуратно, хорошо заточенным ножом. Посмотрите, как необычно он смотрится в разрезе, похож на высушенный бутоны белых роз. Есть еще один секрет. Чем дольше настаивается торт, тем он вкуснее, но он моментально съедается. Выход только один – готовить сразу 2. Уверена, что вам понравится. Всем приятного аппетита и готовьте с любовью. До новых встреч!